Ну, здравствуй, избушка. Ой, как хорошо, тепло тут. Ошибка Е3, слабый заряд аккумулятора 11,8 вольт. Восклицательный знак. В общем, аккумулятор уже не терпит. Зарядки нету сейчас, по нулям все. Всем привет, дорогие друзья! Рад всех видеть на своем канале. Добрался я наконец-то до своей заимки. Сегодня я буду ночевать здесь. Буду я сегодня здесь отдыхать. Да и давно уже пора было сюда приехать, посмотреть ли все хорошо. Все ли хорошо с хозяйством. С хозяйством все хорошо. Пчелки у нас стоят. Уже был первый снег. По прошлому ролику вы могли видеть. И снег этот почти наполовину сошел. Вот. На улице как-никак все еще осень. И то холодно, то снег, то тепло. В общем, ничего не понятно. Избушки уже топлено. Ночевали здесь парни. Был у них визит. Днем они ходили на охоту и заночевали здесь. Звали они меня тоже вместе с ними. Приехать я не смог. И заезжаю после них на ночку. День у меня сегодня очень такой суматошный, какой-то нервозный. Весь я, в общем, хожу, очень переживаю. Дело в том, что вот-вот скоро стану папой. Весь день я хожу, метаюсь из угла в угол. Все не могу себе найти место. Очень переживаю. И решил я приехать себе сюда на заимку. Думаю, здесь как-то побыть одному немного, отдохнуть, как-то здесь намного спокойнее. И, в общем, недолго думая, поехал я сюда, в общем, друзья. Посмотрим, если будет настроение. Болтать я сегодня что-то не хочу много. Будет настроение немножко, что-нибудь поколочу, попилю, поработаю. Хочу немного освежить наш шкаф, где мы храним утварь кухонную. И ее хочу освежить и покрасить. Если руки дойдут, то попробую это сделать. Ну и взял с собой немного на перекус, что-нибудь приготовлю. Печка у нас топленная, 21 градус. Наверное, немного на ночь глядя подтоплю. И как раз за одним приготовлю себе покушать, чтобы ночью у нас не было жарко в избушке. Ну что, ладно, я пойду как-то буду расхаживаться, что ли. Меньше буду болтать, больше буду делать, друзья. Ладно, начинаем. Всем приятного просмотра. В этом году, конечно, погода очень сильно чудит. Неделю назад было очень много снега, и смотрите, на полянке вообще ничего нет. Он тут же выпал и за пару дней растаял. Вот с крыши скатилась, видно, кучка. Пчел мы будем заносить, когда будет уже хороший стабильный минус. Сейчас же -2 у меня вот показывают в тамбуре. А днем у нас +5, +7. И вот, в общем, ждем, пока похолодает, и тогда будем заносить. В прошлом году мы тоже занесли очень рано. Был минус, потом стало тепло, и у нас многие улья, вот в этом амшайнике, они у нас повылазили. Из-за того, что было тепло. В этом же сезоне мы будем уже заносить, когда будет холодно, чтобы их занести. И в следующий раз они уже вылезли из уля только лишь весной, когда мы их снова обратно сюда вынесем.
Очень сильно выручает вот этот Powerbank. Сейчас вот у нас аккумулятор сел, и я включил 220 вольт. 3 лампочки у меня освещают нашу заимку. Довольно-таки очень и хорошо. И вот тут заряда вот на 9 часов хватает. Телефоны на ночь я ставлю, заряжаю. Аккумуляторы на камеру. В общем, очень даже хорошая, нужная вещь. Постоянно выручает. Солнечная панель есть. Вот подцеплял я весной. Тоже можно, в общем, на полную автономию. Ну вот. Ну, конечно, с этим далеко не уйдешь. Охота все-таки на следующий год уже сделать здесь полную автономию. Купить аккумуляторы и уже полностью перейти на солнечную энергию. Чтобы никакие у нас тут автомобильных не было. В общем, полностью хорошо модернизировать систему солнечного электропитания. Посмотрим, будем на следующий год уже думать. Взяла с собой всем картофелин. На ночь налегать сильно не буду. Сейчас их всех почищу и вперемешку с карбонадом отправлю в печку запекаться. А на утро у нас есть чай. Попью чай там с пряниками и до дому дотяну. Так что, друзья, вот такая у меня сегодня разгрузка. Завтра приеду домой с тайги и приеду, наверное, уже папой, друзья. Ингредиенты сегодня самые простые. Это у меня картофель, карбонат, лучок, вот, майонез и перец молотый черный. Вот. На дно я укладываю картофель, тут немного майонез, перец черный. Сейчас буду укладывать карбонат, ну а потом буду лучок кольцами. Снова буду мазать майонезом, потом у меня завершающий картофель и сверху сыр. На ночь замочу глину и завтра с утра замажу вот эти все щели. Больно некрасиво смотрится. Печка вся потрескалась. Нужно как-то будет руку приложить и немного ее освежить. Вот здесь нужно подмазать. Завтра, в общем, займусь этим. Сейчас хочу заняться шкафом. Вот тут от печи сыпется. Вот здесь сверху грязно. Шкаф у нас этот не пропитан. Взял я с собой машинку шлифовальную. Машинкой освежу это все и нанесу пропитку прозрачную. И будет у нас смотреться она красивенько. Печку я затопил. Сейчас немного разожгется она, протопится. И буду отправлять нашу запеканку внутрь печи.
Грубой наждачной бумагой я ошлифовал. В принципе, уже гладенько. Вот у меня 120-я наждачная бумага. Буду сейчас наводить, так сказать, тут отполирую маленечко, чтобы не было таких рисок. В принципе, и все можно будет красить. Переместился я в избушку. В избушке уже 25 градусов. Становится жарко. Я подкинул немножечко дров. Запеканка у меня еще находится внутри. Сейчас я буду покрывать. Вот пропиточка взял 0,9 литров. Она бесцветная, то есть она должна быть таким же цветом, вот как и сейчас. Прочитал я инструкцию. Наносить нужно в 2 слоя. Между слоями 8 часов. Так что сейчас я делаю первое покрытие. Так, это антисептик получается. Он без запаха, поэтому буду покрывать прямо здесь в избушке. И второй слой будет уже завтра. Завтра перед отъездом сделаю второй слой. Покраской я закончил, положил я один слой. На таре было написано, что антисептик он не имеет запаха. Запах все-таки есть, но запах напоминает клей ПВА. Конечно, пахнет не так, как некоторыми красками, таким едким ацетоном. В принципе, да, ну можно сказать, что нет запаха. Это я оставляю здесь. Если что, будет все-таки пахнуть прямо так резко, я, скорее всего, вынесу его туда в сени. Вот, а пока остается здесь. Небольшие дела я на сегодня сделал. Печку я натопил. 26 градусов. Температура самая оптимальная для сна. Приготовил глину на завтра. Завтра буду замазывать все щели. В общем, еще достал вот ужин из печи. Буду сейчас пробовать. Немножко поужинаю. И, наверное, пожалуй, на сегодня все. Буду уже отдыхать. День у меня сегодня такой суматошный. Я прямо вымотался. Сейчас немножко перекушу и пойду на боковую. После такого дня, наверное, буду спать как суслик до самого утра.
Доброе утро. Я проснулся. Проснулся я час назад. Разогрел я себе вчерашний ужин. Сейчас завтракаю и буду красить вторым слоем шкаф, который я вчера начал покрывать еще первым слоем. Ладно, буду завтракать и пойду приступать к работам, которые я запланировал на сегодня. Ну и там уже, глядишь, поеду домой. Буду ловить связь и искать долгожданную смс-ку. Покрыл я вторым слоем. Сейчас буду приступать к печке. Вот тут очень много щелей. Вот их хочу промазать. Так хотя бы, чтобы покрасивее было. Ну и вот эту дыру надо заделать. Постараться. Понятно, что тут надо переделывать все. Ну так хотя бы, чтобы видно не было вот этих щелей. Замазать. Вот тут щели замазать. Чтобы покрасивее выглядело. Тут, конечно, надо уже металлическую щетку все это сдирать, чтобы рисунок стал снова свежим. Вот так вот. Ладно, сейчас буду делать. Глину я залил прошлым вечером. Вот она получилась густая. Говорят, чтобы глина не крошилась, когда мажешь, места замазываешь, нужно добавлять в нее соль. Не знаю, я добавлю. Посмотрим, как будет это работать. Будет ли вообще работать. Ну вот уже намного красивее стало. Вот тут уже, допустим, раствор высох. О, ну, красивее ведь. Печка теплая. Так что глина, она высохнет. И должно быть нормально. Ну вот и красивее ведь гораздо. Можно будет, кстати, после следующего ремонта купить специальный лак для печи. Он тоже очень хорошо связывает вот весь раствор, и он не дает ему трескаться. Тут надо будет немного освежить кирпич. Ну, в общем, вот так, друзья. За печкой все-таки нужен уход. Как-никак. Красота прям получилась так все. Надо потом от плиты все отшоркаю в следующий раз сырой тряпкой. Ну и вот. Такая красота получилась. Ну а дверцу нужно, конечно, по уму-то переделывать. Не знаю, если отпадет, то не знаю, нужно будет делать все-таки. Погодка сегодня, друзья, очень хорошая. С утреца небольшой морозец. Солнышко вот выходит. Будем дожидаться уже морозов. И в следующий раз приедем сюда и будем заносить пчел. Я думаю, это недельки-две. По прогнозу у нас нынче вот такая погода. Где-то в середине ноября уже обещают снег с морозами, с такими легкими. Ну, наверное, да, приедем всей командой и будем заносить пчел. Ну что, наверное, на сегодня все. В принципе, я доволен, я выехал, я отдохнул, я перезагрузился, как это бывает, друзья. Тайга исцеляет, так что не сидите на диванах, проводите активно время.
выезжайте на природу, любите природу, и все у вас будет хорошо. Печку я отремонтировал, давно очень я на нее смотрел, все как-то руки чесались, и наконец-то в этот выезд все-таки ничего такого у меня не бывает. Я имею в виду, что каждый раз, когда выезжаешь, все что-то доделываешь, какие-то мелочи, вот. Покрасил шкаф, наконец-то он у нас весь уже тут покрылся пылью от печи, очень много на него упало разной пыли, там крошки. Его я обновил, сейчас он у нас будет таким же светленьким, можно его будет протирать. Все, пойду я собираться, в принципе я уже готов, УАЗик вот осталось завести. Принимайте участие в голосовании, голосуйте за мой канал, будем побеждать, будем занимать вместе с вами первые места. Ну, куда же мне без вас? Только вместе мы с вами сможем взять достойное место. Ну ладно, с вами был я, Егор. Увидимся с вами в следующей серии. Не знаю, где эта серия будет. Может быть на земляночке еще, если успею. Может быть и следующая серия уже будет здесь. Ну, друзья, всем хорошего настроения. Увидимся. Всем пока. Поймал я связь, получил я СМС, и можно меня поздравить. Все мои ожидания оправдались. Прямо как я и чувствовал, что я вот-вот стану папой, друзья. Так что я стал папой. Ладно, я, наверное, пропаду на какое-то время, так что вы меня не теряйте, и на связь я выйду. И как всегда увидимся с вами в следующем ролике. Давайте чуть-чуть я, пропаду, но увидимся еще. Да, все, я папа. Все, я поехал.